Куши присоединяется к общежитию богини и хлопает им в ладоши. Куши Нагума всего лишь 12-летний ребенок. Однажды, когда он вернулся из школы, его дом был охвачен огнем. И угадай, что случилось. Все началось с его отца. Но вместо того, чтобы остаться и разобраться во всем, отец Куши сбежал. Он оставил Куши совсем одного. Вот так он и остался. Этот 12-летний Куши совсем один и бездомный. Он бродил по городу Шипов, пытаясь разобраться в происходящем. Жизнь была трудной, особенно для такого ребенка, как он. У него не было ни дома, ни еды. Однажды он так проголодался, что просто потерял сознание прямо посреди улицы. К счастью для него, появилась эта студентка колледжа с зелеными волосами по имени Минору. Она сказала ему, что работает исследователем. Минору видела, что Куши попал в настоящую передрягу, поэтому она отвела его к себе домой в общежитие. И позволь мне сказать тебе, что она приготовила для него вкусную еду на скорую руку. Куши не мог поверить в свою удачу. После того, как он проглотил свою еду, он почувствовал себя довольно хорошо. Минору сказал ему, что он может воспользоваться ванной, чтобы освежиться. Куши был в восторге и побежал в ванную. Но когда он распахнул дверь, его ждал сюрприз. Там были три девочки – Сирена, Кирия и Фрей. Они жили в том же общежитии, что и Минару. Куши была очень смущена. Он поспешно сбежал оттуда. Но потом, бац, он столкнулся с Атиной, девушкой с розовыми волосами, которая тоже была членом команды общежития. У них произошло небольшое столкновение, и в итоге они упали на землю, а Куши разбил лицо. Это произошло в довольно неудобном месте. У Атины пошла кровь из носа, и она тут же упала в обморок. Остальные три девочки не могли поверить, как быстро Куши оказалась в такой ситуации. В тот самый первый день Куши познакомилась с бандой из общежития богини в женском университете. Там есть Минару, большая шишка, студентка 4-го курса, которая держит оборону в качестве временного управляющего общежитием. А еще есть Кирия, крепкая орешка на 2-м курсе, которая занимается боевыми искусствами с незапамятных времен. Фрей, она студентка 3-го курса и обожает косплеить и шить шикарные костюмы. Аттина, она первокурсница 1-го курса. И вот в чем загвоздка. У нее такая особенность, что она разговаривает только с девушками, а у парней идет кровь из носа. И последнее, но не менее важное, безмятежная тихая девушка, которая прожила на земле так долго, что даже не может вспомнить, когда она приехала сюда. Она тоже немного странная. Через некоторое время Куши рассказывает девочкам о своей сложной ситуации. Подросток все еще находится в своей комнате, оправляясь от небольшого кровотечения из носа. Куши выкладывает все как есть. Ни денег, ни семьи, ни места, где можно переночевать. Он говорит им, что ему не терпится вернуться в школу, но из-за проблем с деньгами он застрял. Именно в этот момент Минару приходит в голову блестящая идея. Она предлагает им нанять его на должность смотрителя общежития, так как официально у них такового не было. Глаза Куши загораются, когда он слышит об этом плане. Он полностью согласен, никаких лишних мыслей. Он готов запрыгнуть на борт и начать работать прямо сейчас. Другие девочки тоже готовы присоединиться к нам. Им бы очень хотелось, чтобы у них был официальный супервайзер, который мог бы им помочь. Есть только одна маленькая загвоздка – Атина. Ее комната – следующая остановка для получения новостей. Они надеются, что она изменит свое мнение, как только услышит историю Куши. Но мальчик их ждал сюрприз. Атина не собирается этого делать. Она очень настойчиво настаивает на своем. Видишь ли, ее всегда окружали девочки с тех пор, как она была совсем маленькой. В школе учатся только девочки, в семье только женщины и все такое прочее. Она не собирается менять это сейчас. Если Куши собирается там работать, то она собирается сбежать. Никаких «если» и «или» но. Куши ломает голову, пытаясь понять, почему Афина так категорически против этого. Она собирает свои вещи и выбегает за дверь, а остальные просто смотрят ей вслед. Минору рассказал ей о ситуации с Афиной. Видишь ли, Афина никогда раньше по-настоящему не общались с мальчиками. В первый раз, когда она это сделала, это было немного случайно. Она вошла и увидела, как ее соседка по комнате и ее парень хлопают в ладоши. Этого было достаточно, чтобы она почувствовала себя как-то странно внутри. У нее пошла кровь из носа, и она потеряла сознание. С тех пор она чувствовала себя очень неловко в обществе парней. Компания Мэнаум, думая, что она может помочь Атине преодолеть свой страх, решила нанять мальчика в качестве супервайзера. Но вот в чем дело, из этого ничего не вышло. Атина испугалась еще больше, и ничего не изменилось к лучшему. Куши, хотя и не мог понять, почему Атина так испугалась, не хотел лишать кого-то дома. Он знал, каково это остаться без крова и голодать. Он бросился за Атиной, когда она уходила. Он догнал ее и поболтал с ней. Он убедил ее вернуться в общежитие. В конце концов, это был ее дом. Он пообещал, что сам что-нибудь придумает. Атина вернулась в общежитие. Но Куши снова оказался на улице. Он отказался от работы, которая могла бы дать ему дом и вернуть его в школу. И все это потому, что он не хотел, чтобы Атина страдала. Его жизнь оставалась тяжелой. Он нашел местечко в парке, где можно было переночевать. Ему было холодно и одиноко. Когда Атина возвращалась в общежитие, она вспомнила слова Минору о том, что дом Куши сгорел дотла. Это ударило ее прямо в поле. Она поняла, что Куши был настоящим самоотверженным
парнем, который отказался от шанса на лучшую жизнь только ради того, чтобы Тине не пришлось быть бездомной. И, к счастью для Куши, который задремал в парке, появилась Тина, чтобы спасти его. Она взвалила его себе на спину и отвезла обратно в общежитие. Когда он проснулся, то почувствовал ее тепло и почувствовал ее приятный аромат. Когда Куши протянул руку, он случайно коснулся чего-то. Оказывается, это была сюжетная броня Атины. И вот так у Атины пошла носом кровь, и она тут же потеряла сознание. Теперь Куши пришлось нести ее обратно в общежитие. Но вот в чем дело. Атина, она наконец-то согласилась, чтобы Куши работала там. Она пыталась быть храброй и тоже помочь Куши. Уже на следующий день Куши был очень рад приступить к своей новой работе. Но знаешь что? В общежитии царил полный беспорядок, за исключением комнаты Атины, которая была безупречно чистой. Фуши решил начать уборку комнаты Минору с первого числа. Он постучал в ее дверь и угадай, во что она была одета. Это была просто рубашка, которая открывала немного больше, чем следовало бы. Лицо Фуши стало красным, как помидор, когда он увидел это и спросил ее, почему она так одета. Минору сказал ему, что это для удобства. Это помогло ей лучше работать или что-то в этом роде. Куши, очень взволнованный, сказал, что подождет снаружи, пока она не закончит переодеваться, и быстро ушел. Но тут, откуда ни возьмись, протянулась рука и затащила Куши в комнату Фрёя, когда он проходил мимо. Фрейя, она просто помешана на косплее, и ей представился прекрасный шанс нарядить Куши. Она настояла на том, чтобы он примерил эту шитую униформу, потому что это было частью его работы. Она была не прочь помочь кому угодно, мальчику или девочке, подобрать подходящий наряд. Пока он застрял в этом шитом на заказ наряде, Фрей обратился к Куши с еще одной просьбой. Она хочет, чтобы он измерил 3 важные характеристики ее сюжетной брони. На самом деле он не мог сказать нет, ведь это было частью его работы, не так ли? Но чувак, он чувствовал себя так неловко и покраснел, как помидор. Когда он пытался выполнить это неловкое задание, он случайно потерял равновесие и упал. И знаешь что? Фрей упал прямо на него. Прямо посреди этого бардака Минору молниеносно влетает в комнату. Она очень спешит и говорит всем убираться из общежития, так как в одном из ее экспериментов что-то пошло не так, и токсичный газ распространился по всему помещению. Все трое выбегают на улицу, и Куши очень волнуется. Он понимает, что эти девочки обычно относятся ко всему спокойно и не задумываются о том, что будет дальше. Он читает им небольшую лекцию о том, как быть более осторожными. Но потом он понимает, что, возможно, был слишком резок с ними, так как они старше его. Он очень быстро извиняется, прежде чем скрыть это. Минору, она действительно оценила это по достоинству. Она считала, что Куши несет большую ответственность за то, что она раскритиковала ее за свои действия. Она отнеслась к нему с некоторым уважением за это. Куши все еще прогуливается по улице, произнося фразу Мейв: «Вставай, и давайте просто скажем, что он привлекает к себе большое внимание». Но он настоящий профессионал в этой уличной жизни, и ему удается раздобыть одеяло для девочек. Видишь, на улице холодно, а Минору и Фрей были не в той форме, чтобы справляться с холодной погодой. Это одеяло очень пригодилось им, пока они ждали, пока закончится газовая заварушка. Как единственный мальчик в семье и вроде как мама в общежитии, Куши чувствовал, что это его работа — держать девочек в тепле и безопасности. Но тут, как гром среди ясного неба, к нему подбегают Фрей и Минору и крепко обнимают его. Это кажется невинным, не так ли? Не совсем так. К сожалению, Атина видела, как происходила вся эта сцена, и из-за этого у нее началось одно из ее знаменитых кровотечений из носа, и она упала в обморок прямо на этом месте. Поздно ночью Куши мирно спал, когда его разбудил какой-то безумный шум, доносившийся сверху из его комнаты. Мне показалось, что кто-то топает по потолку. А потом, вау, потолок просто испустил дух, и угадай, кто проломился сквозь него. Это была Кирия, и она застряла, не смогла подняться обратно или что-то в этом роде. Ей оставалось только рухнуть в комнату Куши. Куши, будучи хорошим парнем, пытался помочь ей избежать падения. Он бросился к ней, но вот тут-то все и стало очень неловко. Они столкнулись в воздухе, и Кирия приземлилась прямо на него. Сейчас Куши очень озадачен и все такое, но с ним уже случалось нечто подобное раньше, так что он начинает оглядываться по сторонам. И угадай, что он заметил поблизости. Это книга. А Кири пытается это скрыть, выглядит такой застенчивой и все такое. Оказывается, эта книга была для нее совершенно особенной. Это была самая первая книга, которую она купила, когда начала учиться в университете. Тогда она и понятия не имела, что на этих страницах ее ждет целый прекрасный и яркий мир. Видишь ли, она выросла в дадзё своей семьи, где постоянно дрались и все такое. Когда ей в руки попала эта романтическая книга, у нее внутри все жалось, и она полностью погрузилась в нее. Но вот в чем загвоздка. Когда она читала, иногда она была так взвинчена и эмоционально, что бросалась на стену и била ее кулаком. Просто чтобы выплеснуть все эти сдерживаемые чувства. В этот момент Куши понимает, почему Кирия сломала потолок. Она застенчивая девочка, которая обожает сладкие любовные романы и иногда бьет кулаком, когда очень эмоционально. Кирия просит прощения за дыру в стене и спрашивает, можно ли ей переночевать в комнате Куши, потому что она боится, что может провалиться сквозь собственный потолок. Куши немного удивляется, почему она не возражает против того, чтобы делить комнату с мальчиком, но потом до него доходит. Она уже привыкла к этому, потому что у нее дома есть младшие братья. Куши говорит: хорошо, мы можем поделиться. Но когда гаснет свет, Кирия пытается поговорить с ним по душам. Она говорит ему, что всякий раз, когда она смотрит на него, она думает о своих младших братьях и сестрах.
сестрах, с которыми она когда-то тренировалась в дадзё, и которые сейчас просто пытаются уснуть. Но Кирия так сильно скучает по спаррингам со своими братьями, что она изо всех сил нападает на него, как будто они находятся в большая ссора. Это становится настолько диким, что он думает, что ему угрожает какая-то серьезная опасность. Но он не слишком зацикливается на этом, потому что понял, что девочки в общежитии — это особенная компания. У каждой из них свой стиль, и все они хорошенькие. Говорит он Кирия, несмотря на то, что он напоминает ей ее братьев и сестер, он самый обычный мальчик. Он надеется, что она это понимает. Сразу после этих слов Куши чувствует себя очень неловко и выбегает из комнаты, оставляя Кирию спать там. Вместо этого он устраивается спать в комнате Кирии. Кирия, она чувствует себя немного застенчивой, потому что это был первый раз, когда кто-то назвал ее милой. Но Куши не думает о милых вещах. Нет, он беспокоится, что Кирия может превратить его комнату в зону бедствия точно так же, как она сделала со своей. Он надеется, что этого не произойдет. Пока Куши немного спит, в комнату прокрадывается безмятежная. Она пришла повидаться с Кирией по поводу какой-то работы, но вот сюрприз. Вместо этого она находит Куши. Она замечает дыру в полу и заключает с ним сделку. Если он согласится стать ее слугой, она воспользуется своей лунной техникой, чтобы заделать эту дыру. Куши только наполовину проснулся, так что он говорит, конечно, звучит неплохо. Он на самом деле не понимает, что происходит, но если для этого нужно вернуть свою комнату, а Кирию в ее, то он согласен. А потом, словно из ниоткуда, Сирен подбегает к нему и хлопает в ладоши при лунном свете. После этого она подходит к окну, где светит луна, и становится похожа на белого кролика. На следующий день Куши просыпается и знаешь что? Пол как по волшебству закреплен. Он совершенно не понимает, что произошло. Но он не слишком возражает. Он отправляется готовить завтрак, потому что он начальник общежития и должен всех накормить. И вау, они все очень впечатлены, потому что еда, которую он готовит, безумно вкусная. Девочки очень счастливы, потому что Куши приготовил для них вкусную еду, и они хотят поблагодарить его. Минору говорит, попробуй это лекарство, которое я приготовил на скорую руку. Она рассказала все о своем наряде и хочет, чтобы он его надел. И Кири не терпится сразиться с ним после того, как они пообедают. А Тина, однако, удивлена, потому что Куши очень быстро подружился с девочками. Особенно с тех пор, как он только начал здесь работать. Она интересуется, не происходило ли чего-то подозрительного, пока ее не было. И что еще более безумно, Куши даже завоевала расположение Сирены, которая, как она думала, никогда не проникнется симпатией к кому-то новому. Это кажется подозрительным. После завтрака Куши поручили готовить еду и распоряжаться деньгами на продукты. Но подросток все еще не уверен в этом. Она никак не может взять в толк, почему они так быстро доверились Куши. Когда Куши нужно идти за продуктами на ужин, она говорит Тине, я тоже иду с тобой. Она хочет проверить, действительно ли он заслуживает доверия. Она не ослабит бдительности до тех пор, пока не узнает правду. Проблема в том, что Тина боится мальчиков, поэтому им приходится обходить все эти закоулки. После нескольких сложных моментов им удалось раздобыть все необходимое для ужина. Кроме того, она была очень поражена тем, насколько храброй оказалась Аттина, столкнувшись лицом к лицу со своим страхом перед мальчиком. Большинство людей просто избегали бы этого, но она этого не сделала, и это сделало его счастливым. Он чувствовал ее доброту и мужество не только сейчас, но и весь день с тех пор, как пришел в общежитие. Он был очень благодарен ей за то, что ее гостеприимное отношение позволило ему остаться там. А Тина, с другой стороны, думает, что, возможно, Куши простил ее за то, что она ушла в тот день, и именно поэтому в последнее время она стала более открытой. Она понимает, что, вероятно, именно так Куши завоевала доверие всех девочек. Во время прогулки они случайно натыкаются на двух парней, и у Тины чуть не идет кровь из носа, потому что она так напугана. Но Куши быстро соображает. Он говорит, она моя сестра. И он уводит ее подальше от парней. Они решают немного передохнуть в соседнем кафе. Тина почти ничего не говорит, но Куши начинает с того, что извиняется за то, как он нес ее раньше. Удивительно, но подросток совсем не злится. На самом деле она говорит, называй меня сестренкой еще раз. Она продолжает спрашивать, так что Куши говорит, хорошо, сестренка. И она очень волнуется. Похоже, ей действительно нравится, когда ее называют сестренкой, и она хочет слышать это во всех смыслах. А Тина чувствует себя очень комфортно, думая о Куши как о своем младшем брате. Она встает и говорит, что отныне хочет защищать его. Но упс, ее платье случайно соскальзывает, и она очень смущена. Она пытается надеть его обратно, но поскользнулась и упала прямо на лицо Куши. И знаешь что? Она упала в обморок из-за кровотечения из носа. Через некоторое время они вернулись, и Куши извинился за причиненные неприятности и поблагодарил Атину за то, что она пошла с ним в магазин. Атина сказала, что в благодарностях нет необходимости. Сначала у нее были сомнения на его счет, но теперь она верит, что он заслужил доверие девушки тем, как он лечит их. Она хочет сделать что-то для него и стать его старшей сестрой. Вернувшись в общежитие, Ат обсуждает это с остальными, когда Минору заходит и пытается флиртовать с Куши. Атина говорит, нет, этого не произойдет. Теперь она полностью настроена на то, чтобы присматривать за ним и относиться к нему как к своему младшему брату. И когда остальные слышат, как Куши обращается к своей сестренке, они все хотят, чтобы он обращался к ним так же. Прошло уже 2 недели с тех пор, как Куши переехал в общежитие, и теперь здесь кипит жизнь. Куши делает свою работу как настоящий чемпион. Он даже заслужил доверие Майнер настолько, что даже стирает ее белье, и это заставляет его краснеть на первом месте. Но он идет вперед и делает это. Но после всего этого он понимает, что
даже не был в школе со дня ориентации. Он скучает по своим друзьям. Приготовив завтрак, он собирает всех внизу. Но перед тем, как спуститься вниз, Аттина ставит одно условие. Куши должна позвонить своей сестре. Он это делает, и она очень счастлива, когда появляется. Она даже собирается погладить его по голове в знак благодарности, но потом вспоминает, что боится мальчиков. Она очень старается сблизиться с ним, не выходя из себя. И Куши не может не заметить, что ее сюжетная броня прямо у него перед носом. Пока он думает об этом, Фрей подкрадывается сзади, ловит его взгляд. Она начинает дразнить его тем, что ей нравится наряд Атины, который чем-то похож на ее пижаму. Фрей даже шутит, что придумал для него прозрачный наряд. Атина быстро вмешивается, решив защитить Куши от дальнейших насмешек, хотя именно она так сильно хотела, чтобы он называл ее сестренкой. И Минору тоже замечает, что происходит. Кирия вмешивается, она тоже хочет быть старшей сестрой, потому что у нее уже есть младший брат. Они начинают спорить по этому поводу и решают устроить соревнование, чтобы выяснить, кто по праву должен быть сестрой Куши. После завтрака начинается соревнование. Фрей занимает первое место и пытается показать свою сестринскую любовь, нарядив Куши в розовый наряд. Куши спрашивает, почему я ношу женскую одежду. Но для Фрея привлекательность — это все, что имеет значение. Она даже говорит, что младшие братья — это как игрушки для их сестер, но Куши категорически не согласна с этим. Фрея очень быстро дисквалифицируют. Следующим будет Минару. Она хочет доказать, что она хорошая сестра, поэтому просит Куши попробовать одну из ее смесей. Обычно младшие братья становятся отличными испытуемыми, но не в этот раз. Минору тоже сразу же дисквалифицируют. Затем наступает очередь Сирены. Всем любопытно посмотреть, что она будет делать, так как обычно она почти ничего не делает. Она просто ложится на пол и кладет голову на колени Куши. Она ведет себя как домашнее животное, а не как сестра. Наконец-то к ней подступает любопытство. Она знает, как справиться с этим соревнованием, потому что у нее дома есть младший брат. Для нее это почти слишком просто. Она показывает свою привязанность, игриво нападая на него, и в конце концов заставляет его потерять сознание. Атина начинает беспокоиться, когда видит Куши, лежащего на полу, и проверяет, как он там. Она будет его и ведет себя скорее как мать, чем как сестра, успокаивая его. Другие девочки дразнят Атину за то, что она склоняется над Куши, делая вид, что собирается покормить его как ребенка. Когда Тина поворачивается, чтобы поговорить с девочками, Куши просыпается и случайно хватает ее за одежду, из-за чего у нее идет носовое кровотечение. После того, как Хаас уляжется и Куши примет ванну, все приходят извиниться за причиненные неприятности. Несмотря на Хаас, Куши начинает понимать, каково это иметь старшую сестру, и его это вполне устраивает. Девочки счастливы, что Куши видит в них своих старших сестер. Минору объявляет, что после золотых выходных Куши может вернуться в школу. Они с Фреем позаботились о его бумажной работе. Это были золотые выходные, и на следующий день Куши возвращается в школу. Он очень рад, потому что у него наконец-то появился собственный шкафчик для обуви. Но внезапно какая-то девочка бьет его ногой в лицо. Эта девочка — Судия, его подруга детства и одноклассница со вспыльчивым характером. Она знала о том, что его дом сгорел дотла, и беспокоилась за него. Она спрашивает его, почему он не прислал ей сообщение, чтобы сообщить, что с ним все в порядке. Сначала кажется, что она хочет сказать ему, что беспокоится, но потом меняет свое отношение и заявляет, что ее это совершенно не беспокоит. Она быстро уходит, испытывая противоречивые чувства по поводу того, как она к нему относится. Она искренне заботится о нем, но не может выразить это должным образом. Всякий раз, когда Куши пытается быть с ней дружелюбным, она отмахивается от него, и это ее расстраивает. Куши хорошо знает свою подругу, и ее холодное поведение не так-то просто остановить. Он планирует поговорить с ней и рассказать о том, как сгорел его дом, и он нашел новое место для жизни. Но он не хочет раскрывать всего из-за эксцентричного поведения своей новой сестры, опасаясь, что она может неправильно понять его. Куши пытается остановить судью, протягивая руку, но она очень злится и ругает его за то, что он коснулся ее руки. Она уходит, и Куши понимает, что она расстроена, потому что он забыл о ее состоянии. Тело Сутии очень чувствительно к высоким температурам. Будь то тепло от вещей, жаркая погода или даже тепло тел людей. От этого она чувствует себя некомфортно, у нее кружится голова, и она может даже упасть в обморок, если станет совсем плохо. Именно так они подружились, когда были маленькими в детском саду. Тогда, когда все остальные дети играли на солнышке, Судья сидела в тени совсем одна. Куши заметила ее и попросила поиграть, но она отказалась, потому что боялась, что у нее закружится голова. Куши взял ее за руку, чтобы пригласить еще раз, но тепло его руки заставило ее почувствовать себя неуютно и тревожно. Она рассказала ему о своем состоянии, и он сразу все понял. Куши бросился внутрь и схватил пакет со льдом, чтобы охладить руки. Если бы у него были холодные руки, они могли бы держаться за руки. Судья подумала, что его руки быстро согреются, что ее разозлило, и она оттолкнула его. Но потом он коснулся ее лица своими прохладными руками, и это ее успокоило. Это воспоминание о прохладном прикосновении Куши не покидало ее, пока она сидела одна на крыше и ела свой обед. Судья никак не может понять, почему ее реакция
реакция всегда отличается от того, что она чувствует на самом деле. Но Куши была настойчива и никогда не сдавалась. Пока она думает об этом, у нее начинает кружиться голова, потому что она сидит на солнце сейчас, когда тень переместилась. Внезапно появляется Куши и нежно кладет свои холодные руки ей на щеки, удивляя ее. Она понимает, что он никогда не забывал ее состояние, и он показывает ей пакеты со льдом на спине. Он даже попросил Минару о помощи, чтобы она могла сохранять хладнокровие, когда ей это нужно. Он всегда думал о ней. А потом он начал рассказывать ей все. Позже, после того, как он закончил свой рассказ, судья захотела увидеть общежитие своими глазами. Но когда она попыталась встать, у нее закружилась голова, и она пошатнулась, потеряв равновесие. Они оба спотыкаются и падают на кровать, и это выглядит довольно неприлично. Любой, кто увидит их, может неправильно понять. Тоши пытается встать, но судья останавливает его. Удивительно, но она хочет, чтобы он оставался рядом, но прежде чем она успевает закончить фразу, ее отношение снова меняется. И она сталкивает его с кровати, снова скрывая свои истинные чувства. Судья не хотела поскользнуться и столкнуть его с себя, но это случилось, и она недовольна собой из-за этого. Во второй половине дня после школы она все еще хочет пойти с ним в общежитие, чтобы провести инспекцию, но Куши считает, что в этом нет необходимости. Видя, что он не хочет ее навещать, судья задается вопросом, не чувствует ли он себя в чем-то виноватым. Если ему нечего скрывать, то и бояться нечего. Когда они добираются до общежития, раздается взрыв, потому что один из экспериментов Минору снова провалился. И Минору, и Фрей выбегают наружу, чтобы спастись от ядовитого газа. Судья видит их в их естественном состоянии и теряет дар речи. Когда дом снова становится безопасным для входа, все заходят внутрь. Куши знакомит девочек с Суей. Затем появляется Афина, и она получает свое собственное представление. Куши добавляет, что Афина единственная нормальная девушка в доме. Заметив Сую, Фрей был поражен ее привлекательностью. Она хочет сделать ей макияж и пытается это сделать. Однако Суя, чувствительная к теплу тела из-за своего состояния, быстро оказывается под защитой Куши. Он быстро объясняет Фрею, в каком состоянии находится Суя. Чувствуя себя неловко из-за того, что Куши защищает ее, Суя отталкивает его. Она краснеет и отворачивается, сожалея о своей импульсивной реакции. Девочки из общежития замечают ее смущение и находят это забавным. Совершенно очевидно, что Суя испытывает чувство Куши, и они шутливо намекают, что у Атины теперь есть соперница за внимание Куши. Атина пытается объяснить, но никто не обращает на это особого внимания. Позже Суя решает осмотреть общежитие, чтобы узнать, подходит ли оно для Куши. Первая остановка — комната Куши. Она выглядит вполне обычной, так что Суя не чувствует себя слишком осторожной. Атина, которая никогда раньше не видела его комнату, очень любопытна. Наблюдая за интимной беседой Куши и Атины, Суя чувствует укол ревности, хотя и не высказывает этого вслух. Пройдите во вторую комнату Минорус. Она заполнена ядовитым газом, полученным в результате ее экспериментов, что делает вход невозможным. Вид этой комнаты напоминает Суе о слухах, циркулирующих по школе об отравителе в женском университете. Она начинает опасаться за состояние общежития. Они направляются в комнату Фрёя, где находится наряд, который кажется идеально подходящим для Суи. Фрей охотно помогает Суе переодеться в него, и эта сцена привлекает внимание Куши. Он быстро отводит глаза. Энтузиазм Фрёя немного зашкаливает, что побуждает Атину выступить в роли самопровозглашенной старшей сестры Куши. Следующая комната — комната Атины. Она выглядит довольно обычной, так что судья начинает чувствовать себя менее осторожной и немного расслабляется. Куши в первый раз внимательно осматривает комнату Атины, которую он никогда раньше не видел. Здесь уютно и приятно пахнет. Когда он делает комплимент Атине по поводу того, как хорошо она там убирается, она краснеет. Суя замечает это и сразу же снова становится настороженной. Затем идет комната Кири. Она битком набита романтическими книгами. Куши и Атина удивлены, что Суя так сильно ослабила свою бдительность рядом с Кирией. Но все меняется, когда Кирия начинает читать книгу прямо перед Суей. Как обычно, Кирия не может сдержать своего волнения и ударяет кулаком в стену, вызывая тревогу в голове Суи. Она приходит к выводу, что это общежитие крайне опасно для Куши. Видя дискомфорт Суи, безмятежная предлагает ей кусочек торта, но когда она все правильно помнит, то понимает, что торт испортился. Что еще больше усугубляет опасную репутацию общежития. Уже поздно, и все хотят исправить свои ошибки, поэтому они решают взять Сую с собой. Останься на ночь. Они будут жить все вместе под одной крышей, но главный вопрос заключается в том, чьи комнаты выберет Суя. Так как все остальные комнаты кажутся опасными, Суя выбирает комнату Атины. Когда она идет готовиться ко сну, то постоянно бросает на Тину суровые взгляды. Однако это шанс для Атины помириться с Суей. Она уверяет Сую, что эта ночь станет для нее незабываемой. Вскоре она начинает расспрашивать о прошлом Куши и о том, что он за человек. Поскольку Суя всегда была рядом с ним, Атина совершенно уверена, что он добрый и надежный человек. С другой стороны, у Суи есть один вопрос к Атине. Какие у всех отношения с Куши? Этот вопрос застал Атину врасплох.
Как раз в тот момент, когда она собиралась объяснить, они внезапно услышали крик Куши. Они поспешили вниз, чтобы проверить, как он, и обнаружили, что он пытается хлопнуть Кирию в ладоши. Они попытались объяснить, что произошло. Когда Куши принимал ванну, у него закружилась голова. Он решил закончить, а когда вышел, то случайно столкнулся с Кирией, которая сама направлялась в ванную, и вот так они оказались в этой неловкой ситуации. Кирия уже успела принять душ, но так как она занималась боевыми искусствами у своей кровати, то вспотела. Она хотела принять ванну и случайно столкнулась с Куши. Суя была очень шокирована и прямо спросила Кирию, что происходит, заставив Тину покраснеть. Кирия на мгновение тоже покраснела и огляделась по сторонам. Это не должно было быть ничем особенным, но судье показалось странным, что девочки краснеют, хотя они и старше Куши. Она считала это несправедливым, особенно когда никто не мог объяснить почему. Судья в расстроенных чувствах убежала в свою комнату. Прошло несколько дней, а Кирия и Тина вели себя отстраненно и менее оживленно. Они даже забыли принести обед в школу, потому что хотели избежать встречи с Куши. Фрей заподозрил неладное в их поведении и спросил, что произошло между ними троими. Хотя Куши и понимал, что это может быть связано с тем, что произошло в ту ночь, когда судья осталась у него ночевать, он ничего не сказал. Фрей упомянул, что девочки будут голодать, потому что у них не будет денег на обед, и они не получат свои пособия до следующего дня. Куши не могла понять, как они будут обходиться без денег, а их расписание занятий означало, что они не вернутся домой до позднего вечера. Пропустить обед было невозможно. Фрей предложил Куши просто принести им обед в школу. Фрей волновался, потому что это была школа для девочек, и он не был уверен, сможет ли Куши поступить туда как мальчик. Куши должна была одеться как девочка, чтобы поступить в школу. Куши согласилась и отправилась в школу в своем девичьем обличье. Как только он вошел, все девочки обратили на него внимание. Они подумали, что он симпатичный, и стали гадать, чья же это младшая сестра. Двое старших учеников в конце концов поняли, что на самом деле он мальчик, но им, похоже, было все равно. Они хотели пообщаться с ним и немного повеселиться. Они не отходили от него ни на шаг, но ему удалось ускользнуть и найти подругу, которая училась на экономическом курсе. Как только он завернул за угол, он снова случайно столкнулся с двумя старшими учениками. Они были взволнованы разговором с мальчиком, что привлекло еще больше внимания девочек, и они окружили его, мешая ему убежать. К счастью, Атина вышла и увидела его в такой ситуации, и он был очень востребован. Чтобы девочки не приставали к нему, она быстро оттащила его в сторону. Куши объяснил Атине все, что касалось ситуации с обедом, и упомянул, что он также принес обед для Кирии. Затем Атина привела его к месту, где жила Кира. Когда Атина шла, не глядя куда идет, она случайно столкнулась с Кирией, которая несла ведро с водой. В итоге они обе промокли, и им пришлось переодеться. Куши решил подождать снаружи. Двое старших учеников, которые были здесь раньше, последовали за ним на то место. Когда они увидели это, Атина решила позволить ему остаться внутри. Так как он был одет как девочка, то в данный момент находился у младшей сестры Тины, так что не было никакой необходимости смущаться. Но он все равно отвернулся. Пурия одолжила Тине кое-что из своей одежды, так как у Тины не было ничего, во что можно было бы переодеться. Однако, несмотря на то, что это была хорошая одежда, она плохо сидела на Тине в области груди. После того, как они закончили переодеваться, Куши посмотрела на них и была совершенно шокирована, увидев маленькую футболку Тины и Кирии. Рубашка была такой тесной, что одна пуговица оторвалась и ударила его по лицу. Из-за этого у него началось кровотечение из носа, а у Тины тоже началось кровотечение из носа, и она упала в обморок. Они все вернулись в общежитие, и там девочки стали утешать Тину за ее состояние. Минору и Фрей почувствовали облегчение, увидев, что Тина и Кирия были менее напряжены, чем утром. Но они не совсем понимали, почему так себя чувствовали. В конце концов, Минору решил поговорить с ними об их поведении по отношению к Куши, который беспокоился о них. А Тина ответила, что беспокоится ни о чем, и быстро предложила отправиться в путешествие, о котором она уже некоторое время думала. Она хотела, чтобы Куши пригласила Сую поехать с ней, если это возможно. Когда они все обсуждали предстоящую поездку, Сирен начала вести себя странно. Она поспешила наверх, что обеспокоило девочек, особенно Атину, которой пришла в голову эта идея. Однако они заверили ее, что план был идеальным и что они отлично проведут время. Минору сказал Куши, чтобы он выполнил свой долг супервайзера и пошел поговорить с Сиреной. Куши пошел в комнату Сирены, но так как он никогда раньше там не был, то не знал, чего ожидать. Когда он открыл дверь, то обнаружил, что там было темно и беспорядочно. Безмятежной нигде не было видно. Когда он вошел, шкаф опрокинулся, и Безмятежная упала на него. Он удивился, почему она хранит так много вещей в своей комнате, и предложил сразу же все убрать, если она захочет. Однако Безмятежная объяснила ему, что это не беспорядок, а набор инструментов, которые используют лунную технологию для поглощения ее энергии. Он не совсем понял, о чем она говорит, но когда она упомянула Луну, он вспомнил ту ночь, когда Безмятежная вошла в его дом, комнату и похлопал его по плечу. Он думал, что это был сон, но теперь он точно знал, что это не так. Он спросил ее, заходила ли она также в комнату Кирии той ночью. Она не стала этого отрицать, подтвердив, что это действительно был не сон. Безмятежная знала, что он пришел поговорить о поездке.
Она не возражала против этой идеи, но ее деятельность ограничивалась общежитием и школой. Она никогда не выходила за пределы этого района, поэтому была очень встревожена. Она сказала, что в этом районе очень сильна сила Луны, которая приносит ей ощущение спокойствия и помогает зарабатывать на жизнь. Куши не совсем поняла ее, но он хотел помочь ей, чтобы они все могли отправиться в путешествие. Он решил поделиться всем со всеми, и все они начали искать решение проблемы Сирены. Теперь им нужно было найти что-то, что Сирена могла бы считать частью себя, чтобы действовать как безопасная зона. Что-то, что она могла бы взять с собой в путешествие, но при этом чувствовать себя как дома. У Куши возникла идея, что, возможно, это может быть что-то с Луны или что-то подобное. Все объединили усилия, чтобы создать мобильную безопасную зону для безмятежности. На следующий день в школе Куши увидел, как Суя идет в школу. Ей было тяжело из-за палящего солнца и ее состояния. Уже наступило лето и стояла невыносимая жара. Все были одеты по погоде, и Суя выглядела очаровательно в своей летней униформе. Куши был просто очарован ею, но он быстро заметил, что у нее закружилась голова. Он достал 2 пакета со льдом и положил их на лицо Суи, чтобы помочь ей остыть. Когда они добрались до школы, Куши предложил Суи присоединиться к группе для поездки, и она согласилась. Но она хотела контролировать это, а не развлекаться. Она хотела убедиться, что не произошло ничего подозрительного или неподобающего. Вернувшись домой, Фрей разработал специальный наряд, связанный с Луной. Она пошла показать его Сирене, и это был косплей-костюм Sailor Moon. Одна только мысль о том, что Сирена будет косплеить, привела Фрёю в восторг. Однако для Сирены ношение костюма косплея на публике шло вразрез с ее чувством скромности. Даже несмотря на то, что это разочаровало Фрёя, Сирена согласилась с ней. Минору пришла в голову еще одна идея. Она приготовила сильнодействующее саке «Лунный свет», которое могло помочь Сирене покинуть свою комнату и присоединиться к путешествию без каких-либо проблем. Все, что нужно было сделать Сирене, это понюхать его, и оно сразу же соблазнит ее. Она не сможет устоять. К сожалению, Минору случайно раскрыл саке заговор Фрёя, и Фрей опьянела, потеряв контроль над своими действиями. У Минору не было другого выбора, кроме как разобраться с ситуацией, которую она создала. Позже, тем же вечером, когда Куши вернулся домой, он застал Кирию и Сирену практикующими технику Тайцзи Цуань, включающую инь и ян. Это связано с необъятностью Вселенной, и так как Луна является частью Вселенной, Кирия надеялась, что эта практика поможет Сирене с ее силой. Однако сущность Сирены была связана с Луной, что делало огромную силу Вселенной почти непреодолимой для нее. Она перестала практиковать и рухнула на пол. Фрей вышла в костюме Sailor Moon, который она носила для Сирены, и Минору присоединилась к веселью в своем собственном костюме. Приехала Атина и подарила Сирене специальный зонтик. С внутренней стороны он был раскрашен в виде луны и звезд ночью. Когда Сирена открыла его, она увидела рисунок и поняла, как сильно он ей понравился. Она согласилась отправиться в путешествие вместе со всеми. После ужина, когда Сирен удалилась в свою комнату, Куши быстро вернула ей куртку. Он взял ее во время стирки и заметил, что некоторые швы расходятся, поэтому он починил ее. Он заметил, что она всегда носит ее, и подумал, что это должно принести ей умиротворение, как луна. Сирен беспокоилась из-за распущенных швов, которые могли вызвать у нее чувство неловкости, так как куртка была очень важна для нее. Она была счастлива, что он починил ее. На следующий день вся группа отправилась в путешествие. Когда они увидели вдалеке море, то очень обрадовались, подумав, что возможно отправиться на пляж. Однако машина проехала мимо, оставив их в недоумении относительно того, куда они направляясь к горам. Оказалось, что Аттина по ошибке забронировала место на вершине горы. Она была очень недовольна собой, особенно потому, что это место выглядело неприветливым и населенным призраками. Но так как они уже внесли задаток, то не могли сменить место жительства, поэтому им пришлось остаться на ночь. В тот вечер они все отправились к горячему источнику. Минору спросил Атину, почему ей пришла в голову идея провести отпуск, ведь обычно она держалась особняком. Атина объяснила, что хочет загладить вину за ту ночь, когда судья остался ночевать в общежитии. Через некоторое время Минору и Фрей решили взобраться на стену, чтобы проверить, как там Куши, который был в горячем источнике совсем один, пока девочки были вместе. Они беспокоились, что он может чувствовать себя одиноким, поэтому захотели украдкой взглянуть на него. Когда они добрались туда, Куши был взволнован их внезапным появлением. Они, похоже, были разочарованы тем, что он не пытался подглядывать за ними. Чтобы успокоить его, они показали ему, что на них есть полотенце, так что ему ни о чем беспокоиться. Они предложили всем им спать в одной комнате, чтобы Куши больше не было одиноко. К сожалению, полотенце Минору соскользнуло вниз, но Атина была рядом, чтобы убедиться, что Куши не увидит скрытые характеристики сюжетной брони Минору. Затем Фрей случайно уронил полотенце Атины, что в некотором роде свело на нет усилия Атины защитить Куши. При виде всего этого у Куши пошла носом кровь, и он потерял сознание в ванне. Когда он проснулся, то обнаружил, что все вокруг него
него спят с открытыми характеристиками сюжетной брони, и ему вообще было трудно заснуть. В конце концов он заметил, что Тина выходит из комнаты и решил последовать за ней. Минору тоже последовал за ним. С тех пор, как Тина ушла на некоторое время, Куши и Минору начали волноваться. Они обыскали весь дом, но нигде не смогли ее найти. Единственное место, которое они не проверили, это другая жуткая часть дома, которая была временно закрыта. Они решили проверить эту жуткую часть, и когда они оба вошли, то почувствовали, как пространство вокруг них расширяется. Куши огляделся по сторонам и почувствовал небольшой страх. Он хотел взять Минору за руку, но когда он потянулся к ней, она исчезла. Теперь он испугался еще больше, потому что остался совсем один. Однако Минору вернулся и взял его за руку. Она призналась, что тоже боится, и он поклялся защищать ее как надзиратель общежития. Но она сказала ему, что будет защищать его как старшая сестра, потому что в данный момент их не было в общежитии. Она сказала это, когда наклонилась к нему, заставив его покраснеть. Он убежал, чтобы умыться, и по дороге увидел женщину, выходящую из другой комнаты. Она искала ванную, но понятия не имела, где находится. Пока они пытались найти дорогу назад, они увидели белую фигуру, похожую на привидение. А Тина схватила Куши за руку и потащила его прочь оттуда. Они укрылись в другой темной комнате, и вдруг Атина медленно подошла к нему, готовясь хлопнуть в ладоши. Она сказала ему, что защитит его. Куши никак не ожидал, что Атина проявит такую смелость, и застыл на месте, не зная, что делать. Как раз в этот момент зажегся свет, вошел Минору и спросил Атину, почему она напала на Куши. Это смутило и Куши, и Атину. Сирена вошла вместе с Минору и рассказала, что она и есть тот самый призрак, которого Атина и Куши видели ранее. На следующее утро все собрались уходить. Куши извинилась перед Сиреной за то, что прошлой ночью приняла ее за призрака. Фрей еще не был удовлетворен поездкой, поэтому они все решили отправиться на пляж, чтобы немного повеселиться и поиграть. Время на пляже было очень веселым, и девочки вместе играли в мяч в воде. Судья хотела присоединиться к ним, но чувствовала себя неловко, потому что у всех остальных были более высокие характеристики и броня, о чем она тоже мечтала. Она взглянула на Куши, который сидел в тени и наблюдал за девочками в бинокль. Он сказал, что делает это потому, что является их начальником в общежитии. Но когда судья посмотрела на него, она не могла не задаться вопросом, не восхищается ли он их безумной сюжетной броней. Когда она посмотрела на себя и сравнила свою сюжетную броню с низким статусом, ей показалось, что у нее нет ни единого шанса. Судя по всему, Куши, вероятно, предпочитала сюжетную броню с более агрессивными характеристиками, как у шляпы другой девушки. Куши был так сосредоточен на своем долге, что не заметил, как судья вошла в воду, чтобы поплавать в одиночестве. Несколько рыб начали окружать ее, и она попыталась убежать от них. Но одна озорная рыбка умудрилась забраться под ее броню, из-за чего она растерялась и не смогла нормально плавать. В конце концов она упала в воду. К счастью, Куши все еще наблюдал за ними в бинокль и быстро заметил, когда судья начала сопротивляться. Он бросился к ней, чтобы попытаться помочь, но так как он не умел плавать, то попросил Кирию прийти и спасти ее. После инцидента в воде Куши пошел проведать Сую, но она рассердилась на него, сказав, что это не его забота. Кирия объяснила, что Куши очень беспокоился о ней, и он был первым, кто заметил, что что-то не так. Он сразу же бросился на помощь, а когда понял, что не умеет плавать, попросил помощи у Кирии. Но Кирия сказала, что даже если бы Куши не попросила о помощи, она бы сделала то же самое. Судья была в восторге от этого, потому что поняла, что он все еще заботится о ней и тоже уделяет ей внимание. Все обсуждали, как они были удивлены, узнав, что Куши не умеет плавать. Но они все равно думали, что он был полезен, так как он был первым, кто заметил это. И в каком-то смысле он действительно спас судью. А Тина сказала ему, что он должен гордиться собой за свой героический поступок, сказав, что плавание – это еще не все. В этот момент Куши решил сделать перерыв и пойти купить что-нибудь выпить. Он удивился, почему у него вдруг потеплело в груди при мысли о комплименте Атины. Он не понимал этого, но это его беспокоило. Так как погода была довольно жаркой, Кирия положила пакеты со льдом на лицо Суи. Они были приготовлены специально для Суи, что, по мнению Кирии, было очень продуманным поступком со стороны Куши. Это заставило Кирию немного завидовать, так как она задавалась вопросом, каково это быть так близко к Куши и какими они были раньше, когда росли. Суя извинилась перед Кирией за свое поведение в те ночи, когда она оставалась в общежитии, и поблагодарила ее за то, что она спасла ей жизнь. Фрей спросил Сую о ее длинной прическе в жаркое время года, потому что это может быть неудобно из-за ее состояния. Суя застенчиво прошептала что-то Кирио, и Кирия поделилась с остальными, что Суя носила длинные волосы. Потому что Куши была влюблена в их воспитательницу дошкольного учреждения, у которой была такая же прическа. Она хотела донести до него то, что ему нравилось,
хотя никогда не высказывала этого прямо. Фрей и Минору были удивлены невинностью и миловидностью судьи. Фрей так разволновалась, что сразу же бросилась к судье и обняла ее, отчего судье стало еще более неловко, пока она не упала в обморок. А Тина забеспокоилась и быстро побежала покупать для нее снежный конус. Когда Куши возвращался туда, где все были, он увидел, что к Атине пристают двое парней, которые настаивают, чтобы она присоединилась к ним и поплавала. Они держали ее за руку, даже когда она отказалась. Куши быстро вмешался и оттолкнул руку одного из парней, сказав им, что они не должны заставлять девушку попадать в ситуацию, которая ей не нравится. Двое парней посмотрели на него сверху вниз и спросили, не ее ли он парень. Но Тина сказала им, что он ее младший брат, а Куши сказал, что он ее начальник. Куши взял Атину за руку и отвел ее подальше от двух парней, которые приставали к ней. Когда они отошли на безопасное расстояние, он быстро извинился перед Атиной за то, что схватил ее за руку. Но Атина не сильно возражала, потому что Куши отличался от других мальчиков. Он был для нее как член семьи, как младший брат. После этого они вернулись туда, где были все остальные, но Куши все еще чувствовал тяжесть на сердце. Позже, когда Атина принимала душ, к ней присоединилась Суя и извинилась за свое предыдущее поведение. Она объяснила, что обижалась на Атину без всякой уважительной причины, потому что считала, что Атина никогда не была рядом с Куши, когда Атина и другие были рядом с ним в самые тяжелые времена. Атина поделилась, что она чувствовала то же самое, что и судья. Она хотела защитить Куши, но в итоге он всегда защищал ее, и именно Фрей и Минору помогали ему в школе. Матина рассказала, что она предложила эту поездку, чтобы сделать что-то и для него тоже. Она увидела сходство между ситуацией, в которой оказались она и судья, и не задумываясь, Куши сразу же согласился. Когда они возвращались домой, судья чувствовала уверенность в том, что ей не о чем беспокоиться. А Тина была всего лишь старшей сестрой Куши. Она оглянулась и увидела Куши, который казался немного подавленным, когда остановился и полюбовался закатом над морем. На следующий день Куши казался каким-то далеким. Он занервничал, когда Фрей обнял его, пока он готовил, и она заметила, что он был так рассеян, что кастрюля на столе упала. Плита уже закипала. После завтрака Аттина предложила ему помочь помыть посуду, но он отказался, даже не взглянув на нее. Фрей заметила эту перемену в его настроении и подумала, как бы ей его подбодрить. Она подумала, что косплей – это лучший способ, и отвела его в студию косплея. В студии они переоделись в популярных игровых персонажей. Фрей в костюме командира рыцарского ордена, а Куши в костюме рыцаря того же ордена. Их герои также были родственниками, причем младший брат был влюблен в старшую сестру. Но старшая сестра воспринимала младшего брата только как члена семьи. В своей игре им приходилось сражаться друг с другом, потому что у них были разные цели. Фрей серьезно относилась к своей роли и оставалась в роли персонажа, задавая Куши ряд вопросов, на которые он должен был правдиво ответить без колебаний. Пока они ссорились, Фрей спросила его о том, что его беспокоило, и после небольшого колебания он наконец рассказал о событиях на пляже. Он сказал ей, что кто-то из его близких сказал, что рядом с ним они чувствовали себя в безопасности, как будто он был их семьей. Обычно Куши был бы счастлив услышать, что рядом с ним кто-то чувствует себя в безопасности, но сейчас все было совершенно по-другому. С тех пор, как у него возникли эти странные чувства, он всегда старался не думать о них. Он хотел оставаться со всеми и считал, что признание этих чувств может поставить под угрозу его нынешнее отношение. Он не хотел, чтобы все его ненавидели. Фрей сравнил свою ситуацию с персонажем, которого он играл в роли косплея, и призвал его быть самим собой, потому что он намекал на это с самого приезда. Но Куши был больше сосредоточен на том, чтобы иметь теплый дом и семью, которая заботилась бы о нем, как та, что была у него с друзьями в общежитии. Фрей обняла его и поделилась с ним своим прошлым. Раньше она была прямолинейной, что часто воспринималось как грубость и приводило к недопониманию. Когда она переехала жить в общежитие, она скрывала свою истинную сущность, чтобы не причинить им боль. Но однажды все в общежитии узнали о ее истинной сущности, и ей пришлось смириться с реальностью. Даже если бы между ними возникли ссоры или если бы они не любили ее за это, она не стала бы убегать от своих ошибок, как делала это раньше. Она надеялась, что, поступая так, она даже могла бы найти любовь, отличающуюся от той, которую она знала. После того, как они доверились друг другу, они направились обратно в общежитие. Сегодня проходит женский университетский фестиваль, и Куши и судья решили пойти и посмотреть, чем все занимаются. Фестиваль открыт для всех, включая мальчиков и детей. Когда они входят на фестиваль, они сталкиваются с Фреем, который входит в комитет по организации мероприятия и отвечает за предоставление костюмов некоторым отделам. Она знает кампус вдоль и поперек и предлагает устроить им экскурсию, чтобы показать лучшие места. Их первая остановка – неофициальная аптека, спрятанная за школой. Ее нет на официальной карте фестиваля, так что не так уж много людей посещают ее. Владелец Минору продает домашние лекарства, чтобы заработать немного денег. Это место выглядит немного тенистым, как и комната Минору, и неясно, безопасно ли использовать это лекарство. Минору с гордостью показывает 3 посетителям 2 своих самых надежных зелья. Первое – это стимулятор-афродизиак,
а второе – любовное зелье. И то, и другое запрещено в школе. Но Минару продолжает делать их каждый год. Еще один член комитета кампуса случайно натыкается на Минару. Она быстро собирает вещи и уходит. В спешке она случайно роняет пузырек с лекарством на спину Куши. После этого Фрей вместе с двумя детьми отправляется в клуб паранормальных исследований, который утверждает, что обнаружил таинственное существо в школе. Они изучали это существо, но так и не выяснили, как оно называется и что оно делает, поэтому они просто называют это легендой. Фрей упоминает, что безмятежность – это часть презентации, но на самом деле безмятежность – это таинственное существо, которое ведет расследование. Другой член клуба вбегает и сообщает, что безмятежность была замечена возле киоска с прохладительными напитками. Обеспокоенные тем, что безмятежность может быть подвергнута экспериментам, все трое спешат спасти ее. Когда они добираются до внутреннего двора, то обнаруживают множество девочек, которые ведут себя озорно и играют вокруг. Куши замечает на земле бутылочку с одним из лекарств Минору и понимает, что могло произойти. К нему подходит девушка в очках, у нее такое чувство, будто она видела его раньше, и он уже собирается отрицать это, когда Фрей внезапно надевает на него парик. Это тот же самый парик, который он когда-то носил, когда притворялся девушкой в кампусе, оставляя его озадаченным ее действиями. Пары от лекарства начинают распространяться вокруг, и они достигают Фрёя, воздействуя и на нее тоже. Многие из пострадавших девочек бросаются к Куши, выказывая сильное желание похлопать его по плечу. Судья пытается вмешаться, когда видит, что его домогаются, но вместо этого девочки переключают свое внимание на нее. В этот критический момент внезапно появляется Сирен в черных очках и использует свою усиленную лунную силу. Она излучает яркий желтый свет, который ослепляет всех вокруг и очищает область от странного воздействия лекарства Минору. Все быстро приходят в себя, но безмятежная падает на землю от истощения. Куши подбегает к ней, помогает подняться, и они вместе направляются в медицинский кабинет. Тем временем Фрей и судья отправляются за продуктами, надеясь, что это поможет Сирене временно прийти в себя. Пока они находятся в медицинском кабинете, Сирена говорит Куши, что одной еды будет недостаточно, чтобы полностью восстановить ее силы. Лучший способ для нее полностью восстановиться – это прямой контакт со своим слугой, что означает интенсивное хлопанье в ладоши. Мысли Куши возвращаются к той ночи, когда безмятежная посетила его в комнате Кирии. И он не может не чувствовать себя неловко из-за того, как вести себя рядом с ней, учитывая, что они уже раньше я хлопал в ладоши. Безмятежная убеждает его, что он не единственный, с кем у нее такой контракт. На самом деле почти все в общежитии так или иначе являются ее слугами. Когда она медленно наклоняется, готовясь хлопнуть в ладоши, Куши внезапно падает на спинку стула, когда Фрей и судья входят в комнату. Внимание Сирены быстро переключается на еду, которую они принесли, так как это напоминает ей о галактике. После насыщенного событиями дня Фрей понимает, что у них еще есть немного времени и решает взять Куши и Сую, чтобы навестить Атину на ее рабочем месте в кафе. Атина работает там, чтобы не общаться с другими парнями, кроме Куши, и она одета в костюм горничной. Когда она выходит в своей униформе, все взгляды в кафе устремляются на Атину, заставляя ее покраснеть. Она изо всех сил старается, чтобы у нее не пошла носом кровь, и она не упала в обморок, как обычно. Фрей, Куши и судья входят в кафе в качестве гостей и наблюдают за Тиной в действии. Куши впечатлен ее профессионализмом, а Суя очарована нарядом горничной. Когда им подают еду, происходят несчастные случаи, и Атина спотыкается, падая на лицо Куши. К счастью, Сую удается спасти еду от катастрофы. Атина приносит извинения в манере, подобающей настоящей горничной, заставляя Куши чувствовать себя неловко и не знать, как реагировать. Тем временем за другим столиком несколько парней просят Тину провести с ними время, возможно, показать им кампус. Пока она изо всех сил пытается предотвратить кровотечение из носа, она вежливо отклоняет их предложение. Наблюдая за этим взаимодействием, Куши собирается броситься на ее защиту, но Фрей останавливает его. Она объясняет Куши, что Атина активно старается взаимодействовать с другими мальчиками, и лучший способ поддержать ее. Позволить ей делать все возможное, пока он наблюдает за ней издалека. Фрей намекает, что Атина, возможно, делает это для кого-то особенного, например, для самого Куши. Атина уходит на кухню, чтобы отдышаться после этой встречи. Ее коллега замечает Куши и спрашивает, не делает ли она все это для него. Хотя ей немного неловко признаваться в своих истинных намерениях, Атина в конце концов соглашается, когда ее коллега поощряет ее проводить время с Куши. Она задается вопросом, кто займет ее место, чтобы сбалансировать персонал кафе, и, к всеобщему удивлению, Фрей добровольно предлагает Суе стать новой заменой горничной. Суя с радостью ухватилась за эту возможность и взяла на себя роль горничной Цундери. Когда у них появилось немного свободного времени, Куши и Атина решили посетить место, где проходит соревнование по переодеванию. Одним из судей оказалась сама Кирия. Она действительно популярна среди девушек благодаря своей крутости и обаянию, и даже Атина кажется очарована ею. В заведении полно народу, и Куши начинает жарко, поэтому он достает напиток, чтобы остыть. Однако, допив его, он понимает, что это не вода. Прочитав несколько строк на этикетке, он узнает, что это одно из лекарств Минору, которое призвано раскрыть истинную индивидуальность человека, который его пьет.
После соревнований Кирия встречается с Кушей и Атиной и благодарит их за то, что они пришли поддержать ее. У нее есть дополнительный билет на экскурсию по лабиринту, и она приглашает Куши и Атину. Атина пытается отклонить приглашение из-за своих обязанностей в классе, но Куши выпаливает, что хочет попробовать сделать это по-детски. В конце концов, Атина соглашается присоединиться к ним, и они все вместе отправляются в турне. Независимо от того, связано это с лекарствами или нет, Куши выражает эмоции, соответствующие его возрасту, и это нравится Атине. Она хочет, чтобы он вел себя так почаще. Лабиринт страшный и темный, что пугает Кирию и Куши. Атина кажется более бесстрашной, поэтому Кирия и Куши часто цепляются друг за друга, чтобы преодолеть лабиринт и выбраться оттуда. Куши все еще ведет себя как заботливый младший брат, даже когда он ведет себя более по-детски. Кирия держит его за руку и говорит, что рядом с ним она чувствует себя в безопасности, как и Тина. Пока они идут, они оказываются в темном месте, где не видят ничего, кроме темноты, спотыкаются и падают. Когда снова включается свет, Куши обнаруживает, что лежит на Тине и Кирио, и хлопает их в ладоши. Позже они возвращаются в кафе, и Куши отдает Минору пустую бутылочку из-под лекарства, которое он выпил. Он говорит ей, что выпил его случайно. Минору спрашивает его, как это было, и он говорит ей, что сказал несколько невероятных вещей, которые были не в его характере и смущали его, когда он говорил, под его влиянием. Минору рассказывает, что то, что он пил, было не лекарством, а очищенной водой. Она сделала это специально, чтобы посмотреть, как он отреагирует. Все глупости, которые он говорил и делал с полудня до сегодняшнего дня, были сделаны по его собственной воле. Кафе стало довольно оживленным после того, как судья занял место Тины. Ее навыки обслуживания клиентов были на высшем уровне, если вам нужен такой сервис. Внезапно в комнату врывается безмятежная, преследуемая членами клуба исследователей паранормальных явлений. Дисциплинарный комитет также врывается, чтобы схватить Минору. И из-за зелья Минору девочки в школе начинают преследовать Кирию. Сцена в этот момент превратилась в сплошной хаос. На следующий день в общежитии Кирии звонит ее семья. И они говорят ей, что у нее дома возникла проблема. Семья Кирии владеет дадзё боевых искусств, специально предназначенным для детей, и каждый год они устраивают рождественскую вечеринку. Но в этом году ее семья не сможет приехать. Так что Кирию придется вернуться домой и самой справляться с вечеринкой. Она немного расстроена из-за этого, потому что это большая работа. Но это семейная традиция, так что она чувствует, что должна это сделать. Когда Атина узнает об этом, она предлагает свою помощь. Она видит в этом шанс применить на практике то, чему она научилась на занятиях по семейной экономике и дошкольному образованию. У Куши тоже есть немного свободного времени, поэтому он решает помочь Кирио. Они планируют пройтись по магазинам за необходимыми припасами позже. Перед тем, как они отправятся за покупками, Куши поручается выполнить домашнюю работу по уборке ванной комнаты. Но когда он открывает дверь ванной, то с удивлением обнаруживает Атину, только что вылезающую из ванны. Он смущается и быстро закрывает глаза, извиняясь за то, что не постучал. Атина тоже извиняется за то, что воспользовалась ванной в тот момент и пытается поскорее выйти. Но в спешке она спотыкается и падает на Куши. Из-за того, что она не одета, у нее идет кровь из носа, и она теряет сознание. Так что, когда приходит время идти за покупками, у Тины не хватает сил присоединиться к Куши и Кирио. Увидев, что Куши и Кирия ходят по магазинам одни, Минору игриво подразнивает их, говоря, что они выглядят так, будто собираются на свидание. Кирия, чувствуя себя немного неловко, хлопает дверью и быстро выходит на улицу. Куши следует за ней, и вскоре они достигают супермаркета. Внутри они замечают множество других пар, которые делают покупки вместе. Кирия действительно счастлива проводить время с Куши вот так. Они могут посещать разные места и достопримечательности в течение дня только вдвоем. Через некоторое время они решают сделать перерыв в кафе. Курия чувствует себя немного застенчивой, как будто они на свидании. Но для других они больше похожи на братьев и сестер. Они продолжают вместе ходить по магазинам, как и планировали. Обычно с приближением Рождества папа Кирии наряжается Санта-Клаусом. Но в этом году, поскольку Кирия берет на себя эту роль, она не хочет надевать одежду для мальчиков. Они решили попросить Фрёя сшить специальный наряд Санты специально для Кирии. Кирия также считает, что Сатина будет выглядеть очень мило в этих нарядах, даже симпатичнее, чем она сама. Она считает, что у нее больше мальчишеского облика, несмотря на то, что она ведет себя круто во время школьных праздников. Куши предлагает Кирио почаще надевать эти милые наряды, и она, кажется, готова согласиться с этой идеей. Когда они возвращаются домой, они просят Фрёя создать наряды, для чего нужно снять мерки. Фрей собирается измерить Кирию, и так как Санте нужен олень, Куши пытается быстро уйти, но Фрей останавливает его. Фрей продолжает измерять Кирию, и хотя Куши закрывает глаза, чтобы избежать неловкости, процесс, кажется, занимает некоторое время. Чтобы избежать дальнейшей неловкости, он решает выйти на улицу. В их планы на этот день входит посещение родного города Кирии. Однако, когда Куши возвращается в дом, он случайно видит, как Аттина снова принимает ванну,
а это значит, что она снова не сможет присоединиться к ним. В этот момент появляется безмятежная, которая непрерывно говорит о Луне и о том, как использовать ее силу, чтобы починить дверь, которую Кирия разрушила ранее. Увидев возможность, Кирия просит помощи у безмятежной и предлагает ей взамен упаковку печенья. Когда все улажено, они втроем садятся на поезд до родного города Кирии и через полдня пути прибывают на место. Когда они входят в дадзё боевых искусств, их окружает группа маленьких детей, которые знакомятся с Кушей и Сиреной. Их заставляют переодеться, и в результате Куше и Сирене приходится идти в класс вместе. Они вместе посещают занятия дзюдо, а после того, как дети заканчивают тренировку, наступает очередь Куши тренироваться с Кирией. В это время их лица оказываются совсем близко, и Кирия случайно сбивает его с ног, что приводит к смущению. Позже они начинают готовиться к рождественской вечеринке. Перед приходом Санта-Клауса все они должны украсить это место, а дети получат специальные значки за хорошее поведение. Однако большинство детей больше заинтересованы в получении подарков, чем значков. Куши замечает девочку, одиноко сидящую в углу, и решает подойти к ней и завести разговор. Она задается вопросом, могут ли только хорошо воспитанные дети получать подарки, и она признается, что всегда чувствует себя самой слабой в своем классе, что заставляет ее думать, что она не заслуживает получения подарка. Ей не хватает уверенности в себе, чтобы участвовать вместе с другими, и, услышав это, Куши может понять ее чувства. Он поясняет, что значки, которые он сделал, не связаны с навыками, они предназначены для тех, кто прилагает все усилия. Пока она посещает занятия и не расслабляется, Санта тоже будет приходить к ней. Потратив некоторое время на украшения, в комнату входят слишком милые и очаровательные девочки Санты. Младший брат Кирии удивлен, увидев свою сестру, одетую в костюм Санты, полностью отказавшись от шорт. Он узнал ее только после того, как получил удар, и понял, что это действительно его сестра. Как только раздача подарков закончится, наступит время для главного события – катание на оленях в роли Санты. Младший брат Кири просит свою сестру прокатиться на спине Куши. Несмотря на некоторые первоначальные колебания, Куши позволяет Сирене занять первое место. Сирена садится ему на спину, отчего он чувствует тепло. Как он и подозревал, под ней ничего нет, поэтому он поспешно отводит ее в раздевалку, чтобы переодеться. К тому времени, как они заканчивают, уже поздний вечер, и Куши садится полюбоваться луной. Кирия подходит и садится рядом с ним, и их лица начинают краснеть. Кирия придвигается ближе к нему, и как раз в тот момент, когда они собираются что-то сделать, появляется безмятежная, которая все это время ела торт. Наступает зима, и погода довольно холодная. Минору и Фрей приготовили обогреватель. Куши пользуется им уже в первый раз, так что он очень взволнован. Кирия хочет сесть рядом с ним, и выражение ревности на лице Тины очевидно. Они играют в игру, постукивая друг друга по ногам, когда дело доходит до сидения у обогревателя. Сидя под столом, никто не может видеть, что происходит, поэтому они пинают, куда им вздумается. Фрей даже ставит ногу в неподходящее место на Куши. Все вовлечены в происходящее, и это становится довольно хаотичным. Никто не знает, чья нога принадлежит кому-то другому. Куши понимает, что каждый создает комфортную атмосферу, позволяя ему чувствовать себя максимально расслабленным. Возможно, он всегда хотел быть таким со своей семьей. Однако его старый дом сгорел дотла. А Тина хочет утешить его, но Минору опережает ее в этом. В доме Кири они часто сидят вместе с ее младшими братьями и сестрами, чтобы позаниматься. И в результате все засыпают прямо там, занимаясь перед обогревателем и делая домашние задания с друзьями. Оглядываясь назад, я понимаю, что Куши никогда раньше не делал ничего подобного. А Тина собирается пригласить его учиться вместе, но Минору предлагает привести Сую на первое место. На следующий день он приглашает Сую в общежитие. Он так много раз умолял ее, потому что она постоянно отказывалась из-за своего состояния, но в конце концов она соглашается при условии, что он купит ей мороженое. Позже он приводит Судью в общежитие. Когда они входят, вокруг никого нет. Он очень удивлен, что никто не пользуется обогревателем. В обычной ситуации Сирен проводила бы все свое время, зарывшись под этот стол. Если там никого нет, они оба могут сосредоточиться на учебе. Во время выполнения заданий Куши почти засыпает. Что касается Суи, то она засыпает полностью. Искушение слишком велико для Куши, поэтому он ложится и засыпает. Суя просыпается, потому что на улице слишком жарко, и собирается отругать его. Она понимает, что он уже спит. Так как он еще не приступил к выполнению своего задания, Суя помогает ему с ним и выключает обогреватель. С тех пор, как она выключила обогреватель, Куши чувствует себя довольно холодно. Он пытается спрятаться поглубже и случайно пинает Сую в интимное место. Его нога продолжает дрожать, и Суя наслаждается этим. Неожиданно Атина видит эту сцену, которая приводит судью в бешенство, и бросает обогреватель на Куши. Позже состоится большое косплей-мероприятие, в котором должен принять участие Фрей. Она говорит «купи Куши» и уходит. Куши решает навести порядок в общежитии, и Фрей просит его прибраться в ее комнате, прежде чем она уйдет. Она говорит, что там не так уж и грязно, но когда он входит, там на самом деле царит настоящий хаос. Видя это, Атина помогает ему. Во время уборки они слышат шум из комнаты Сирены.
Кажется, что комната вот-вот взорвется. Атина выбегает на улицу и видит сирену, висящую на подоконнике. Когда сирена соскальзывает, Куши быстро бросается ее ловить, и благодаря его быстрой реакции сирена благополучно приземляется. Сейчас в комнате довольно опасно, и даже выплескивается какая-то жидкость. Атина еще раз пытается проверить, можно ли открыть дверь. Как раз в этот момент появляется Суя. Он испытывает облегчение от того, что судья прибыла как раз вовремя, так как Фрёю нужно было присутствовать на каком-то мероприятии. Кирия устраивает вечеринку в честь окончания учебного года. Минору сейчас в лаборатории, он счастлив, что судья пришла. Атина ревнует, потому что он не сделал ей много комплиментов, несмотря на то, что она была первой, кто ему помог. Все трое вместе начинают уборку. Они идут убирать комнату Сирены после того, как разберутся с ней. Сирена не хочет, чтобы они это делали, она протестует. Она первый член общежития, и через год остальные тоже начинают переезжать туда жить. Куши и судья тоже стали приходить к нам чаще. И всего за год жизнь в общежитии стала более радостной. Вместо того, чтобы пренебрегать такой необычной личностью, как Сирена, все стали заботиться о ней. Но им все равно нужно навести порядок в комнате. Они решают посетить первую комнату Минору и обнаруживают, что она превратила ее в лабораторию с зоной обеззараживания. Ей тоже там очень нравится, но Минору говорит им, что они проведут экскурсию в другой день. Они возвращаются в комнату Сирены, и Атина использует закуски, чтобы заставить ее согласиться на уборку. Они находят много ценных вещей, которые Сирена хранит, а это не мусор, как они изначально думали. Минору находит спиртное и напивается. Она пытается уговорить Атину выпить с ней. Просто понюхав напиток, Атина понимает, что это крепкий напиток. Даже от одного его запаха она пьянеет. Когда Куши и Суя убираются, у них заканчиваются завязки, чтобы сложить туда вещи. Куши выходит на улицу, чтобы поискать их. Выходя из комнаты, он видит, что 3 девочки уже пьяны. Минару и Безмятежная опираются на него, чтобы уснуть. Атина не хочет оставаться в стороне, поэтому она присоединяется к ним вдвоем. Когда Атина пьяна, она всегда говорит то, что думает. Она спрашивает, почему он все время думает о судьи. Она не может понять, почему он думает не о ней, ведь ей тоже нужно его внимание. Не успев договорить, она засыпает. Сейчас Куши находится в довольно опасной ситуации. Прежде чем он успевает получить хоть какое-то удовольствие, его находит судья, и она его ругает. Скоро наступит Новый год, и Куши интересуется планами каждого из нас. Винару намерена остаться в общежитии, потому что она больше сосредоточена на исследованиях, чем на вечеринках. Тирия также планирует остаться, потому что она уже побывала у себя дома на Рождество, и если она вернется сейчас, то будет занята со своими младшими братьями и сестрами. Сирена не раскрывает своих планов, просто говоря, что это не имеет большого значения, она тоже останется. У Аттины такие же планы. Все это заставляет его понять, что он вполне доволен. Он согласен с этим мнением. Встретить Новый год вместе со всеми – это то, чего он никак не ожидал. После того, как он потерял свой дом из-за пожара, он никогда не думал, что доживет до конца года в таком теплом и уютном месте, как общежитие, где все будут чувствовать себя как одна семья. Услышав это, Минору решает устроить незабываемую новогоднюю вечеринку. Однако ему нужно купить ингредиенты для приготовления пищи, а идти одному не лучший вариант, поэтому Минору просит Атину сопровождать его. Но Атина занята чем-то другим, поэтому Кирия присоединяется к нему, чтобы пройтись по магазинам вместе с ним. Атина остается, чтобы завершить подготовку новогоднего подарка для него, а они с Кирией отправляются в супермаркет, чтобы купить необходимые ингредиенты. Кирия задается вопросом, должны ли девочки уметь готовить, и внезапно Куши падает на пол. Атина, которая только что закончила готовить подарок, вбегает в комнату после того, как Кирия сообщает, что он упал в супермаркете. Фрей слышит эту новость и спешит домой, желая крепко обнять его, но Аттина останавливает ее из-за его болезни. Они проверяют его температуру и обнаруживают, что у него высокая температура. Они начинают обсуждать, как лечить его простуду, подчеркивая важность отдыха, хорошего питания и сексуальной медсестры, что, по их мнению, жизненно важно для его выздоровления. Услышав это, Фрей сразу же переодевается медсестрой, а Кирия готовит для него немного яблочного сока. Безмятежная находит ситуацию забавной и приносит еще фруктов, чтобы помочь. Кирия собирается разрезать дуриан, но ее останавливают. Судья тоже спешит к нам, услышав о своей болезни. Она тщательно осматривает его и измеряет температуру своим лбом. Измерив ему температуру, она прижимается своим лицом к его лицу, отчего чувствует себя неловко и падает на него. Судья падает в обморок, поэтому Минору и Атина забирают ее и оставляют отдыхать в другой комнате. Когда они уходят, Фрей каким-то образом оказывается на кровати Куши. Атина, услышав странный шум, оборачивается и видит, что Фрей ведет себя соблазнительно по отношению к нему. Она вмешивается, чтобы обеспечить его благополучие. Однако она поскользнулась, упала на него, с нее слетела одежда, и у нее началось кровотечение из носа, прежде чем она потеряла сознание. Чтобы дать ему возможность отдохнуть, Фрей и Кирия вынесли Тину из комнаты. Теперь, когда он отдохнул, они разделяют обязанности по дому. После короткого отдыха он чувствует себя несколько лучше. Когда он выходит из своей комнаты, он натыкается на Кирию, которая стирает белье, и предлагает постирать одежду, которая на нем надета. Однако, когда она вот-вот почувствует их запах, она решает не делать этого. Благодаря уникальной заботе, которую он получил от Фрёя и Сирены, он выбежал из своей комнаты без одежды, поэтому Кирия помогает ему найти что-нибудь из одежды. Но одежда порвалась, и он
остался в шортах и маленькой футболке. А Тина хочет приготовить ему что-нибудь поесть, но в холодильнике не осталось яиц. Безмятежный, заинтересованный тем, что находится внутри яйца, разбил его и съел все до единого. Ей показалось, что оно напоминает Луну. Минару советует Атине использовать ее новую экспериментальную приправу, от которой она, очевидно, отказывается. Но Минару настаивает, и во время борьбы они случайно роняют приправу в еду, что приводит к взрыву. Одежда Минару и Атины также изменила цвет и состояние. Наблюдая за этим, у Куши снова начинается лихорадка. С самого утра и до сегодняшнего дня у него не спадает температура. Все местные клиники закрыты на праздники, так что им нужно по очереди усердно ухаживать за ним. Атина искренне просит остаться и ухаживать за ним. Она ухаживает за ним всю ночь, но температура у него не спадает. Куши зовет Атину по имени. Он держит его за руку и вспоминает об их встречах, начиная с их первой встречи и до настоящего времени. Постепенно он засыпает. На следующее утро, когда он просыпается, Атина лежит на нем. Он понимает, что она заботилась о нем всю ночь. Оправившись от болезни, он возобновляет свою работу. Атина также преподносит ему подарок ручной работы – пару перчаток. Вспомнив, что сегодня канун Нового года, ему нужно пройтись по магазинам, он приглашает Тину составить ему компанию. На что она с готовностью соглашается. Все остальные тоже решают присоединиться. Как они могли позволить Тине получить все удовольствия? Как раз в этот момент появляется судья, и они все вместе отправляются в путь.